Всем привет! И вы на канале о вязаных игрушках и не только Julie Woolly Toys. И сегодня я к вам с небольшим экспресс-мастер-классом. Что значит экспресс-мастер-класс? Значит, все будет достаточно быстро, понятно, просто. И по цветам клубочков вы можете догадаться, что это будет за игрушка. Я тут недавно обнаружила такую тенденцию, что раньше рукодельницы начинали готовиться к Новому году где-то с середины лета. А сейчас уже мы не успели встретить год быка. Как смотрю, все готовятся к встрече года тигра, который будет еще аж через год. Ну, готовь сани летом, а тигров весной, как говорится. Поэтому я для вас приготовила вот такой вот быстрый маленький экспресс-мастер-класс по вязанию вот такого шарика тигра. Он вяжется очень быстро, просто, подходит для начинающих вязальщиц. И вы сможете навязать таких тигров целую армию еще до Нового года. Также его можно будет сделать брелочком, просто добавив фурнитуру брелочную. Можно сделать из него елочную игрушку для елки любого размера. А также он может быть просто милым игровым тигренком. С вас лайк за своевременность и оперативность, с меня мастер-класс по этому тигрику. Погнали! Быстренько пробежимся по материалам. Пряжа нам понадобится оранжевая, белая, черная. У меня, так как всегда, Yarnart Jeans. Номера будут вот здесь. Самая большая прелесть этого тигра в том, что на него понадобится совсем чуть-чуть пряжи. И даже с такого маленького клубочка можно будет связать 3, 4, 5 таких тигров. Оранжевая нам нужно чуть больше, черная и белая совсем по чуть-чуть. Также нам понадобится крючок номер 2, ножницы, маркеры рядов, счетчик ряда. Нам понадобятся глазки. Глазки лучше всего взять полубусины. Клей момент кристалл для того, чтобы их приклеить. Фурнитура для брелка, если вы будете делать брелочек. Совсем немножко, можно даже остатки фетра белого и оранжевого. Это у нас для глазок. И у меня еще в хвосте синильная проволока. Выглядит она вот так. Ну и, конечно же, совсем чуть-чуть холофайбера. Ну и еще, конечно же, иголки, чтобы пришить наши элементы и вышить полосочки. Почему мастер-класс будет в формате экспресс? Потому что здесь за основу тигра я решила взять основу смайлика, который мы вязали в этом видео. Вы можете перейти, и там подробно будет описано и рассказано, как я вязала этот шар. Будем здесь подробно рассматривать только детальки. Итак, приступаем к вязанию. И вот у нас должен получиться с вами вот такой вот шар. Это основа нашего тигра. И далее мы приступаем к вязанию лапок. Как вы видите, у нас их 4. Но вяжутся они по одной схеме. Начинаем белой пряжей, как обычно. Кольцо амигуруми. Вяжем 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. Затянули. Второй ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем так 3 раза. В конце ряда у нас должно получиться 9 столбиков без накида. В третьем ряду мы уже меняем нить и провязываем первый столбик предыдущего ряда. Протягиваем 1 петелечку. Обрезаем нить, меняем на оранжевую. Протягиваем через обе петли. И вяжем 3 ряда по 9 столбиков без накида. 3, 4 и 5 ряды. 5 ряд довязали. И смотрите, можно немножко набить лапку в этом моменте.
И есть два варианта завершения вязания лапы. Если вы хотите, чтобы у вас тигр стоял на 4 ножках, как вот этот мой тигрик, то вы просто сейчас на данном этапе обрезаете нить и оставляете нить для пришивания. Вот так вот в открытом виде. Если вы хотите, чтобы ваш тигр как бы лежал вот так на лапках, как я буду делать сейчас во втором варианте, то мы берем и провязываем через обе стенки 4 столбика без накида. Прям вот через обе стенки. И на этом этапе обрезаем, оставляя небольшую нить для пришивания. Смотрите сами, какие вы лапки больше хотите. Вяжем еще 3 таких же лапы и встречаемся. И вот у нас получилось 4 лапки. Теперь приступаем к вязанию хвоста. Хвост мы вяжем точно так же в кольцо амигуруми, только 5 столбиков без накида. Затянули. И дальше считаем ряды. Со 2 по 16 ряды мы вяжем без прибавок и убавок, просто вот такой вот шнурок. По 5 столбиков без накида в каждом ряду. Погнали! Мы связали хвост, и на данном этапе можно вставить в него синельную проволоку. Оставляем небольшой кусочек проволоки и отрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания. Хвост пока в сторону. И дальше мы свяжем уши. Уши у нас вяжутся 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затянули. И теперь мы делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону, то есть не по кругу дальше, а обратно. И вяжем мы 1 столбик, 1 прибавка, так 3 раза. Итого у нас получается 9 столбиков без накида. Дальше мы просто фиксируем нить и обрезаем, оставляя для пришивания. Также можно сразу вот эту нить протянуть через вторую сторону, чтобы у нас образовалась вот такая вот ушко-петелька, как здесь. Вяжем второе ушко. Из связанных частей у нас остается еще мордочка белой пряжей. Начинаем мордочку с 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. Последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида и поворачиваем вязание. И далее 2 столбика без накида до конца ряда. В ряду у нас 8 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 1 прибавку, 3 столбика без накида, 1 прибавку и 3 столбика без накида. В ряду у нас 10 столбиков без накида. И в последнем третьем ряду мы вяжем 10 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Третий ряд у нас последний, поэтому нить мы обрезаем, оставляя для пришивания, и закрепляем. Приступаем к оформлению. Нам понадобятся все наши детальки, что мы связали. Сейчас это выглядит очень хаотично, но я предлагаю начать с мордочки. Морда у нас это начало всего. Примерно вот так вот должна располагаться наша мордочка. Я ориентируюсь по своему тигру. Вы можете экспериментировать, можете как угодно ее подвигать, посмотреть. Но я предлагаю чуть ниже серединки ее пришить. Вот так. Не забываем набить нашу мордочку, прежде чем окончательно ее пришить. Дальше я предлагаю оформить глазки и оживить нашего тигра. Мы вырезаем из фетра круги нужного нам размера. Можно подгонять уже в процессе. Обязательно 2 одинаковых детали.
можно вырезать еще веки оранжевым фетром. Приклеиваем глазки к мордочке, которая у нас одновременно и тело весьма упитанного, но симпатичного тигра. Теперь можем пришить ушки. Они у нас располагаются вот по диагонали от глазок. Обязательно проверяйте, чтобы ушки у вас были пришиты симметрично. И теперь мы пришиваем лапки. В этом тигрике я буду их пришивать вот так, как будто бы он лежит. И вот такой шарик, тигрик у нас получился. Как видите, этот у меня бегущий тигр, крадущийся дракон, а этот такой более летящий. Кстати, будет прикольно смотреться в машине на зеркале, как будто бы он летит во время езды. И нам остается пришить хвост. Хвост мы пришиваем четко посерединке. И тот кончик синельки, который мы оставляли, мы его заправляем внутрь тигра. Нам остается только черной ниткой вышить наши полосочки у тигра и носик. Ну, я начинаю с носика и дальше перехожу на полосочки. Поэтому черную нить я отматываю побольше. Фиксирую ее прямо по центру мордочки. И можно прямо отсюда делать вот эту вот протяжку. И возвращаемся черной нитью вот в эту точку для вышивания носика. Носик мы вышиваем просто вот такими протяжечками. Я делаю несколько раз в одни и те же точки протяжку, чтобы нос был более объемным. И дальше мы начинаем вышивать полосочки. Вы можете вышивать хаотично, но мне больше нравится вот такой вариант, когда все полосочки ровные. Мне кажется, этой игрушечке подходит. На этих лапках полосочки я вышивала только сверху, на задних с внутренней стороны. На этих лапках здесь достаточно тяжело вышивать, поэтому вышиваем с внутренней стороны. Ну и вот наш тигрик готов. На данном этапе вы уже можете установить фурнитуру, если это у вас планируется брелок. Вот такой милаш у нас получился, даже целых два. Из такой простой схемы можно сделать несколько вариаций одной и той же игрушки, а можно его связать вообще в белом цвете, у вас будет редкий белый тигр. Если еще не поставили, ставьте лайк тиграм, и следующий год будет для вас особенно удачливым. Также подписывайтесь на канал, вот здесь вот будет ссылочка на канал, можете класснуть и подписаться, если вы еще не подписались. Ну и комментируйте, оставляйте ваши пожелания. Тигров еще на канале моем будет не один. И я думаю, мы свяжем с вами более сложные разные вариации тигров к Новому году. А пока вяжите брелочки, готовьтесь к Новому году. И до новых встреч в эфире. Пока!